Друзья, вас рад приветствовать на канале Веселый Инженер. Меня зовут Андрей. Сегодня мы продолжаем, и это уже третья часть технического сериала по устройству редуктора. Напомню, что в первой части мы рассмотрели вот эту вот ведомую шестерню, во второй части мы рассмотрели вот этот вал. Дальше мы сегодня мы другим цветом выделим. Сегодня мы будем рассматривать вот эту шестерню ведущую. Именно такую шестерню я не нашел, но есть абсолютно аналогичные. Они изготавливаются по одному и тому же, так сказать, алгоритму. И напомню, что в самом последнем видео мы разберем полностью подробно устройство этого редуктора, как он работает, для чего предназначены какие-то его отдельные элементы и части, регулировки и так далее. Поэтому подписывайся на канал, не забывай делиться с другом, а все части видео ты найдешь в описании. Поехали! Итак, вот такая вот у нас шестеренка. Ух, чувствую, что видео получится бомбезное и вообще очень-очень подробное, долгое, много чего придется объяснять. Поэтому, если ты устроился неудобно, то устраивайся поудобнее, потому что будет очень интересно. Итак, классика. Давайте начнем с классических элементов, про которые я говорю и буду всегда говорить. Это основная надпись. Мы здесь посмотрели сталь 20 HN3A. Вполне стандартная сталь для ведущих шестерен, да вообще для конических шестерен редуктора. Поэтому на этом останавливаться нет смысла. Дальше мы видим, что масса 7 килограмм 220 грамм, масштаб 1 к 1. Ну, в принципе, в этой основной надписи обычно никакой информации нет, но вы для себя должны за правило понимать, что есть определенная, так сказать, очередность чтения, да, и в этой рамке может быть вдруг проскочить какая-то информация, которую вы не увидите, и она не позволит вам изготовить качественно вашу шестерню. Дальше самое вкусное. Что же у нас самое вкусное? Это, естественно, технические условия. Здесь они, как вы видите, просто шикарные, да, то есть их здесь очень много. Сейчас мы быстро пробежимся, потому что если их все разбирать, то здесь можно будет на несколько часов засесть. Заготовку подвергнуть изотермическому отжигу. Ну, хорошо, да, пустим. Подвергли отжигу. Потом цементировать на глубину 1,4, 1,9. 57-65 HRC, классика жанра, кроме резьбы, ядро 27, резьба 28, так хорошо, поверхности шлиц. В общем, здесь полностью расписана какая термообработка, да. Допускается снижение глубины цементации. Хорошо. То есть термистам уже этот пункт будет полностью понятен. Здесь очень хорошо расписано и подробно. IT16/2, да, то есть здесь указаны не указанные допуски. Контроль зубьев производить по контрольно-покатному станке на номинальных монтажных расстояниях по пятну контакта. На контроль зубьев. Ну, соглашусь, да, может быть, и так пойдет. Шлицы контролировать по элементам и комплексным калибрам, обеспечивающим указанные размеры и взаимозаменяемость деталей в сопряжении. Ну, допускаем. После термообработки подобрать пару шестерен по боковому зазору, контакту и шуму. Боковой зазор должен находиться в пределах для шестерен таких-то, 0,17, 0,58. Ну, достаточно большой, скажу вам. 0,17 достаточно маленький, а 0,58 достаточно большой боковой зазор. Ну ладно, мы дальше коснемся, посмотрим, какой там модуль. Но все-таки обычно боковой зазор где-то колеблется от 0,2 до 0,3 миллиметра. Для шестерен так при монтажах расстояние такое-то равномерно. С целью уменьшения шума, получения требуемого пятна контакта допускается изменение монтажного расстояния до 0,5. И при необходимости допускается производить притирку зубьев в комплекте, да. Ну, я вам скажу так, друзья, есть такой миф, люди там считают, что притирка это какой-то такой элемент доводки шестерни. То есть, если у вас шестеренка вдруг, ну так получилось, но не очень хорошо, ее можно притереть, и она будет лучше. Нет, так не работает. Притирка — это полноценная чистовая обработка зубчатого венца, то есть такая же, как и зубошлифование, только с определенной спецификой.
То есть подается масса с абразивным порошком в зону контакта зубьев, и они притираются. Для этого необходимо резать специальное пятно контакта под данную операцию. Да что я вообще говорю? Я вам, может быть, отдельное видео запилю про эту тему, и мы с вами обсудим. Ну, в общем, здесь, мне кажется, неправильно написано, либо конструктор просто не понимает сам процесс притирки, либо просто где-то передрал этот пункт и решил добавить, ну, на всякий случай, чтобы улучшить качество. Ну, хорошо. На торце-D допускаются участки необработанной поверхности шероховатостью RZ500, общей площадью не более 600. При подборе шестерен контрольного квадратного станка допускается устранение забоин механическим путем. Отлично. Пару шестерен, нарезанных обкатным методом, маркировать буквой X. Шрифтом таким распоровка не допускается. Вообще, да, я скажу так, что вот эти шестерни, конические с круговым или спиральным зубом, они всегда идут и на сборку, и в запчасти только парно, потому что их нужно подбирать. Если у вас профиль зуба прошел зубошлифовальную операцию, то, конечно, допускается отдельная поставка, хотя у нас на предприятии так и не дошли до этого, то есть после зубошлифовки шестеренки все равно подбираются. Маркировать на папных деталях электрографом одинакового порядка номера от 1 до 999C, величину изменения между расстояния. Да, монтажное расстояние нужно носить обязательно, потому что сборщик должен знать, сколько прокладок ему подкладывать. Ну, когда мы будем с вами уже рассматривать в одном из следующих видео полностью разборку редуктора, тогда, конечно, мы обсудим эти монтажные расстояния и как это все регулируется и для чего это делается. Остальные требования по ГОСТ, так, остальные технические требования к штамповке второму классу, размеры инструмента. Ну, короче, вот такие вот, такое массовые технические условия, ну, достаточно информативные, есть что почитать, есть что посмотреть. Так, поехали дальше. Ну, так как это шестеренка, не забываем, да, что это шестеренка, мы переходим к самому вкусному, а это таблица. Таблица. Вот эта таблица со всеми параметрами. Так, что здесь надо посмотреть? Обязательно число зубьев, это само собой, Z9, тип зуба круговой, осевая форма зуба 1, средний угол наклона зуба 26, направление зуба левое, вид исходного корта внешний, угол профиля 20, классика, коэффициент высоты головки зуба. Это все необходимо вам для наладки вашего зуборезного оборудования и либо разработки управляющей программы, если у вас станок с ЧПУ. Так, что дальше? По длине не менее 50, по высоте не менее 50, да, то есть какое-то классическое взято. Во-первых, там, по-моему, даже если ГОСТ идет, то пятно контакта там, по-моему, 60 или 70 по длине, там 70 по высоте, или 60 по длине, 80 по высоте, я не помню. Ну, в общем, немножко другие значения, но явно не 50 на 50. Ну, конструктор имеет право закладывать все, что он хочет, а вообще это вот уже устаревшая тема, то есть пятна контакта можно уже делать более такие качественные, какой-то определенной формы, которая себя зарекомендовала на испытаниях наиболее лучшим способом. Поэтому это чертеж старый, скорее всего, как и конструктор, который его чертил. Так. Межосевой угол передачи, внешний окружной модуль, окружная толщина зуба или угол косинусов впадин. Так. Ну, то есть, в принципе, все для наладки зуборезного станка у вас есть в этой таблице. Если что-то нет, то здесь ссылки есть на ГОСТы, их можно посмотреть, полистать, и у вас все будет окей. Итак, давайте сейчас перейдем непосредственно к самой графике. Очень интересно. Так. Поехали. Давайте начнем с таких вот элементов, которые отдельно, да, вынесены. Сразу их, как говорят, отсечем. Вот есть форма расположения пятна контакта на зубьях ведомых конических шестерен. То есть, видите, уступы 1 мм минимум, да, тут 1 мм минимум. Для чего это делается? Вообще пятно контакта оптимально, то есть если у вас круговой зуб, то у вас здесь, к примеру, немножко тоньше, да, зуб, здесь он немного шире, да, то есть называется внешний модуль, внутренний модуль, так сказать, различно, да, то есть и пятно контакта обычно кладут на ведущие шестерни ближе вот сюда кверху, да, то есть вот так делается ближе сюда, то есть смещается в одну сторону пятно контакта
Но обычно делают так, потому что когда идет нагрузка, оно начинает вытягиваться вот сюда. Что касается ведомой шестерни, то там предпочтительно, чтобы это пятно контакта было в центре, максимально в центре находилось. Ну или опять же стремилось немножко к модулю, к малому модулю. Почему так? Потому что если брать вот вашу ведомую шестерню, да, вот мы прочертили, это естественно зуб, то все-таки когда она работает, вот сюда идут какие-то, да, силы, которые выталкивают это пятно контакта на внешний окружной модуль. Определились. Хорошо, что прорисовано. Вот это хорошо, когда вот так делают. Уже более-менее понятно, особенно профанам, которые в этом ничего не понимают. Для них это хорошая картинка и полезная. Поэтому я склоняюсь, в принципе, что, ну так обычно в производстве редко делают. Поэтому я склоняюсь, что это дело все-таки какой-то студент. Так. Итак, давайте по-быстрому. Выделяем сначала мы наши основные допуски формы расположения. Это круглость, прямолинейность и радиальное биение. Есть 5 микрон, 5 микрон, 4 сотки. Вполне реальные, да, то есть вполне, которые можно спокойно выдержать. Так, и все. Всего лишь их оказалось у нас. Ага, это здесь 3 основных на детальке, да. Ну и как обычно к шлицам такие требования, да. Параллельности, биения, то есть такие у нас шлицы. Вообще какой-то интересный, видите, шлиц такой вот, такую форму имеет оригинальную. Как это получить? Честно говоря, наверное, какая-то спецфреза существует, специальная фреза, которой можно нарезать вот именно такие вот выкрунтасы на вашей детальке. Хорошо, сделали, выбрали, есть. Дальше мы смотрим, какие у нас наиболее точные размеры. Давайте немножко приблизим. Какие наиболее точные размеры здесь есть? Здесь у нас есть, естественно, вот этот размер, это под подшипник. Размер 70К6. Дальше под второй подшипник 65К6. Резьба. Резьба, обратите внимание, шлифованная, да? 6G. Что еще? Да и все, наверное, самые это наиболее точные размеры. На что обратить внимание, друзья? Обратите внимание, что у таких шестерен у них есть еще такой вот параметр, как монтажное расстояние. Что это такое? Это вот такая вот фишка, да, видите, она идет от торца до какой-то точки непонятной точки, которая, многие скажут, что это за точка в воздухе висит, как это замерить. Все очень на самом деле просто и вполне логично. Видите, здесь прорисована вторая шестерня, которую мы рассматривали в одном из прошлых видео, да, вот она прорисована. Это шестеренка, которая контактирует. И вот ось идет этой ведомой шестерни. То есть вот эта точка, это точка пересечения двух осей. Монтажное расстояние, вот это 189 в данном случае, там оно, естественно, будет другое, это на чертеже, потому что это чертеж другой шестеренки. Оно позволяет нам попасть вот этими зубьями, да, друг в друга и сымитировать оптимальное расположение, чтобы получилось то самое пятно контакта, о котором мы с вами говорили немного ранее. Ну, когда будем рассматривать редуктор, я про это еще остановлюсь и обязательно скажу. Итак, в принципе, понятно, что самые точные поверхности, они имеют и самые точные поверхности, они имеют и самую точную шероховатость. Это безусловно. То есть 1.25, но здесь хоть в пределах нормы, не 0.6, там не 0.8, то есть такие, да, вполне адекватные требования. Итак, хорошо. Сейчас давайте с вами посмотрим, как же нам все-таки с вами изготовить такую шестерню. Такие шестерни изготавливаются практически в 100% случаев из паковки.
Итак, паковка выглядит вот следующим образом, то есть она приближена немножко к форме, да, то есть она, ну, конечно, не такая корявая, как я описываю, но что-то похожее уже получается. Первая операция, естественно, вам необходимо что сделать? Это фрезерно-центровальная, хоть это и шестерня, но это вал шестерня, не забывайте про это. Поэтому вы берете, ставите эту упаковку в призмы, да, на фрезерно-центровальный станок, сверху зажим, все очень предельно и понятно. И вот эти два торца торцевыми фрезами отфрезеровываете, да, и потом делаете центра двумя центровками, подходите и центруете. У вас получается вот такая упаковка с зацентрованными центрами, и уже, в принципе, вы, наверное, набрали 283 размер, то есть окончательный. Ой, не 283, тут еще плюс этот пупсик. Ну, неважно. Короче, набираете общую длину вашей детали. Кстати, 283 плюс 17, вот этот вот размер, и у вас уже все готово для дальнейшей обработки. После чего вы ставите в токарный станок, то есть обычно это делается в центра, поставили в центра и какой-то поводковый патрон или трехкулачковый патрон, который внутри вставлен центр, такое тоже бывает вполне часто. Ну, допустим, да, какой-то патрон, то есть поводковый, и начинаете обработку, то есть протачиваете весь наружный контур. Проточили. Не забываем оставлять припуски под шлифование на поверхности 70К6 и 56. Также не забывайте, что вот этот торчик тоже надо оставить вот здесь вот на этом торце припуск. Все-таки это нужно будет. Здесь опорный подшипник, вернее опора для подшипника конического. Поэтому здесь торчик это тоже нужно будет поправить после проведения термообработки. Проточили. Желательно делать это в максимально малых установках. Если у вас здесь какой-то зажим, то придется деталь перевернуть и повторить, чтобы вот этот хвостик доточить, так сказать, да. Если у вас есть такие зажимы, специально то ставите в центра, а здесь вот идет такой вот поводок с шипами, который вращает вашу деталь. Я же сказал. Что позволяет сделать этот поводок? То есть у вас есть поводок, здесь у вас стоит в центрах деталь, он позволяет вам полностью весь контур обработать за одну установку. Это очень удобно. Обработали, дальше у вас операция зубонарезания. Естественно, при зубонарезании вы должны зажать вот за этот вот диаметр, за этот вот диаметр, чтобы ее не шкандыбало, и с упором в этот торичек. Но вот здесь, смотрите, здесь интересный вариант, да? С упором этот торчик не получится. Почему? Потому что здесь выход, смотрите, инструмента. То есть инструмент режет, и он должен выходить вот сюда. А здесь, если вы сделаете с упором, то будет зарезать вашу оправку. Что делается в таких случаях? В таких случаях здесь вот оставляется при токарной обработке ну, такой вот буртик, да? И уже упор идет в него. То есть здесь вот ваша рабочая оправка. Здесь вот ваша рабочая оправка. Здесь ваша рабочая оправочка. Так. И, соответственно, видите, выход инструмента уже у вас есть, да, то есть вы спокойно, может ваша фреза выходить и резать ваш зубчатый венец. Но это, опять же, это для штучного какого-то производства, где, ну, несколько деталей нужно сделать и так далее. Вообще, такие детали, ну, в серийном производстве резать неудобно, это не технологичная деталь, потому что в итоге потом же придется вам еще одну токарную операцию, то есть срезать вот этот буртик. Вам это надо? Конечно же, не надо. Да и это лишние переустановки, лишние какие-то погрешности. Я думаю, что это не совсем хорошо. Поэтому лучше зубчатый венец немножко поднять выше, здесь оставить, чтобы вот здесь вот начиналась впадина зуба, да, то есть вот здесь начиналась впадина зуба, а зуб шел немножко дальше. То есть изменить конструкцию, чтобы можно было спокойно ее нарезать на классическом на сегодняшний момент зубофрезерном станке. Нарезали зубчатый венец, дальше вы ставите в приспособление, то есть опять же ставите сюда, зажим сверху, и это приспособление должно быть поворотное. Для чего? Потому что вам надо просверлить вот это вот отверстие. Вы сверлите одно отверстие, обычно их таких отверстий 4, это под шплинт.
Тут, правда, не показано. Ну, тут обычно крест-накрест это отверстие сверлится, то есть вот так отверстие и вот так отверстие. То есть, если смотреть со стороны, все это получается вот так, ну, в разрезе я беру, да. А вот такая примерно картина. То есть вы просверлили одно отверстие, потом повернули, просверлили второе до центра, потом повернули третье, четвертое, либо насквозь. Просверлили раз, повернули на 90 градусов, просверлили два. Все, в принципе, на обычном сверлильном станочке, без всяких, так сказать, хитростей. Так. Я вот, смотрите, я здесь вот смотрю, что я, наверное, неправильно, я вас обманул. Здесь точить не надо, это такой бурт, он остается сразу после штамповки. Я просто, у меня похожая шестерня была, здесь был диаметр, да, еще один дополнительный подшипник. Здесь же RZ800, видите, это чисто уже штамповка. Здесь обработки нет, поэтому можно, в принципе, пренебречь этим поводком, который я говорил, с зубчиками. А вот здесь зажать и спокойно обработать все, что вы, те поверхности обойти на токарке. Хорошо, сделали. Дальше вам необходимо установить деталь снова в центра и профрезеровать вот этот шлиц. То есть вы установили, здесь поводок, он вращает, то есть деталь может быть горизонтально, вертикально, это не важно. И дальше пошла ваша фреза червячная, скорее всего, специально, потому что шлиц такой, видите, с какими-то выпендрежами, да. Вы профрезеровали, и ваша деталька готова для проведения изотермического отжига. Вы отправили ее в термичку, она вернулась в термички, и дальше, чтобы получить вот эти вот технические требования, вернее, допуски формы и расположения, да, вот эти все, вам необходимо детальку прошлифовать. То есть вы ставите ее, опять же, в центра, ведете за любую сторону, за эту или за эту, не принципиально, потому что резьбы у нас еще здесь нет. Взяли и прошлифовали вот этот торчик обязательно за одну установку, вот этот диаметр и вот этот диаметр шлица, вот этот диаметр. Так, прошлифовали и получили отличные размеры и выдержали все допуски формы и расположения. И осталось вам только прошлифовать. Опять же, вы можете прошлифовать, повторюсь еще раз, можете проточить на твердом точении. Сейчас это очень популярно и применяется достаточно часто. Осталось вам прошлифовать резьбу. Если у вас есть шлифовка, то резьба может шлифоваться, в принципе, тоже, опять же, в центра, поводок, классика жанра, то есть, да, зажимаете и шлифуете резьбу. Но чем хорошо твердое точение, что вы можете вот так зажать, как я показал, да, либо здесь фрикционный поводок, и проточить вот эту поверхность, вот эту поверхность, вот эту поверхность, поправить торчик, и потом взять и нарезать резьбу. И это вообще будет все идеально, все будет соосно, все будет на одной оси, за одну установку, будет просто великолепно. В общем, решать вам, как изготавливать данную шестеренку. Вот такое видео получилось. Если вопросы остались, конечно, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. И не забывайте, что уже в следующих видео мы разберем полностью подробно устройство редуктора, регулировки. И вы уже будете знать намного-намного больше. Всем добра. Пока-пока.